Хочу сегодня о ценообразовании поговорить. Мои выпуски достаточно, как я считаю, нестандартные. Ну ты там это, наверняка по поводу того, там, как поднять свою цену новичку, сколько должны стоить ресницы, вы как-то сориентируетесь. Я думаю, что среднюю цену установить вы сможете. Я хотела бы поговорить немного о другом вопросе, который сейчас просто разрастается с какими-то немыслимыми скоростями. Так вот, процесс ценообразования волнует мастеров достаточно часто. Особенно ярко это видно, конечно, по новичкам, которые только приняли решение пройти какой-то базовый курс, например, и, соответственно, действительно, когда эти люди задают на обучающем курсе вопросы, такие как, что за материалы нужны, где их купить, какую цену на услугу первоначально поставить, таким образом я, например, как преподаватель понимаю, что человек действительно настроен в самое ближайшее время уже приступать к работе, и, собственно, эти вопросы, они правильные, они имеют место быть. Но не всегда последовательность именно такая, которую я сейчас описала. Бывает такое, что мастер вообще еще не представляет, с чем он будет работать, но уже, конечно же, получать хочет зарплату и получать ее, несомненно, высокую. И вообще, независимо от сферы деятельности, такой подход знаком наверняка каждому. Я еще ничего, собственно, не умею, но хотела бы быть директором каким-нибудь, пожалуй. Но в это я углубляться не буду, все-таки больше речь пойдет об установлении цены на услугу. Вот, я добралась до темы, которую, собственно, и хотела обсудить. Значит, есть такая система интересная, она становится популярной. Хотя нет, она вообще не интересная, я интересная ее назвать вряд ли могу. Но то, что она действительно набирает просто какие-то нереальные обороты и скорости, этого, конечно, отрицать не приходится. В нынешние времена пришествия, энергообмена и законы Вселенной нам говорят: не работайте задешево. Ваши люди, они никуда от вас не денутся. Нужно обязательно себя любить и ценить себя, а также не работать за копейки, ну и, собственно, свое время ценить и тоже любить. Ну вот вроде здесь вообще ничего нет криминального, правда? Люби себя, цени себя, твои люди придут, будут с тобой работать, и оплата труда должна быть соответственная. Вот сейчас я перейду к главному. Если углубиться в изучение вот этого вопроса с той стороны, которую я сейчас описала, то подобного рода мышление, оно является немножко магическим. Оно связано, по крайней мере, с каким-то магическим мышлением. Так вот, если продолжать раздувать мою тему, например, тему с обучениями и установлением цены на курс, на услугу, неважно, я, соответственно, вижу зал с так называемым сейчас модным наставником, значит, и этот наставник, у него там много учеников, ну или немного, это вообще не важно, это все детали. А самое главное, что эти ученики задают вопрос о ценообразовании, и, соответственно, не очень компетентный в этом вопросе преподаватель, знакомый, конечно же, с вот этими законами Вселенной, он на весь обучающий зал заявляет: девочки, не работайте задешево, работайте задорого, потому что все равно купят. Надо себя ценить и свою цену занижать не надо. И получается, что в таком подходе самое главное — это просто заявить о себе погромче, а дальше потом разберемся с тем, что есть, да? У меня в таком случае всегда возникает вопрос: так если вы еще ничего не умеете или плохо, например, умеете, вот есть же критерии все-таки оценивания, объективные критерии оценки или критерии оценки преподавателя, ведь они тоже есть. Так если ты еще ничего не умеешь, или ты еще в процессе обучения, или любой другой ваш вариант, то есть когда навыки еще совершенно не соответствуют высокому прайсу, почему должно быть дорого-то? Ведь цена, она должна быть пропорциональна вашим навыкам, разве нет? И вот эта вся ерунда, она распространяется на любой абсолютно вид услуг. Есть такое когнитивное искажение, когда некомпетентный человек, только изучив какой-то вопрос, он начинает думать, что он в этом вопросе знает просто все и считает себя экспертом. А эпоха веры в себя
и все позволения вот себе любимому делать абсолютно любые вещи, она лишь усиливает вот этот вот эффект и заводит человека в тупик. Пустышки появляются каждый день и просто по оверпрайсу предоставляют свои услуги, делятся своими уникальными знаниями. И отчасти это все происходит как раз-таки из-за излишнего муссирования вот этой темы «цени себя, люби себя». В таком подходе вообще становится непонятно, кто действительно что-то может, а кто нет. Ведь должно же быть подтверждение ваших навыков и умений, любых навыков и умений должно быть подтверждение. И один довольный клиент – это не подтверждение. И что уж говорить, даже армия ваших довольных клиентов – это также не подтверждение вашей квалификации. Я об этом уже говорила много раз, повторяться не буду. Есть и реальные критерии оценки, и они многогранные. Это не только оценка клиентов, а также существует движение определенное вокруг какой-то одной персоны. И это также известный эффект, и часто с компетентностью он не имеет вообще ничего общего. Действительно, есть такое замечание, что раньше условный, например, курс стоил 5000, 10, 15, а сейчас 45, 250, 300 вам, пожалуйста. И к новичку лэшмастеру тоже можно было записаться там, ну, плюс-минус за 300-500 рублей, потому что навыков еще нет, а добить материалы и то уже хорошо. А сейчас каждый мастер по полной стоимости предоставляют услугу, но без гарантии результата. Неясно откуда взявшиеся, они взвинчивают цену до небес и при этом тыкают пальцем в реальных экспертов со средним прайсом, приводя их в пример как неудачников. Теория «цени себя, люби себя», она, конечно, замечательная, если вот ее не передергивать. И оценка ваших профессиональных навыков, она вообще никак не связана с вашим отношением к себе. А если себя вот очень сильно полюбить и поставить прайс там на ресницы 1 000 000 за классику, то что, по-вашему, все незнание и неумение, оно что, должно куда-то подеваться? Или, может быть, проблемы с клеем, например, они должны куда-то исчезнуть, проблемы с ожогами у клиентов. Или, например, может быть, время носки увеличится, а время работы сократится. Но вот что-то мне подсказывает, что это так не работает. Ладно, оставлю уже в покое баланс энергии. И все же главная мысль: цена равно ваши профессиональные навыки. Только так, больше здесь нет никаких абсолютно вариантов. Нарастить ресницы – это ручной труд, и он требует постоянной практики. Без нее обойтись просто невозможно. В теории, конечно, нам все всегда ясно и понятно, но когда только начинается практика и стоит только начать работу, ошибки, что называется, налицо. А обучить нужно доступно объяснить, продемонстрировать, там, привить навыки, а не вот это вот ну ты там это, что-то там, ну ты поняла, да, вот так вот делай. Это не обучение. Ладно, немного сбавлю обороты, что-то разошлась. Я писала уже у себя в Телеграм про политику ценовую, которую я вообще не поддерживаю, когда нужно доплачивать за любую опцию. И я даже смеялась, что, может быть, нужно за простынь еще заплатить или там за чашку кофе, например, тоже нужно доплату ставить. Очень дурацкая логика, она звучит так, что нужно доплачивать за то, чтобы получить лучший результат. А если вы не хотите доплачивать, то, пожалуйста, довольствуйтесь тем, что есть, теми функциями, которые вот я, например, мастер или мы, салон, для вас придумали, и мы позволили включить их в вашу услугу. Если хотите, вот вам, пожалуйста, плюс 300 рублей за цвет, плюс 400 рублей за изгиб, и плюс, там, тому подобное. Такая логика совершенно неуместная, и она ставит клиентов в совершенно неловкое положение, и она заставляет себя чувствовать не то, что дискомфортно, а ущербно. И при этом всем она совершенно никак не демонстрирует реальный достаток клиента. Да это в самом-то деле совершенно и не важно, какой у него достаток. Клиент увидел вашу цену на сайте или где угодно, пришел, а там начинается: доплатите за это, доплатите за 5, доплатите за 10. Это реально некрасиво, так делать не надо.
Кроме всего этого, это еще очень бесит, потому что я пришла на услугу, и я не хочу ваших никаких ограничений. Я хочу сама выбрать то, что мне нужно. Так, в наращивании ресниц я предлагаю делать разницу в цене, которая зависит только от двух критериев. Это объем и сложность работы. Реально есть сложные технические работы, когда вы, например, миксуете много изгибов, много, не 2 CD, CD не считается, когда реально есть какая-то сложная, трудная работа вот по коррекции, например, асимметрии, и вы действительно тратите на это больше времени и усилий. Также есть сложные эффекты, например, вот эти все безумные лучи, где нужно брать большое количество клея и тратить больше времени на проверку из-за склеек. И этих двух критериев вполне достаточно. Например, вы ставите там, не знаю, 2500 за 2D. И все, и клиент пусть делает какие угодно ресницы за 2D. Любой изгиб, любой цвет, любой бренд, все что угодно, любые опции можете туда включать. Таким образом, ваш подход выглядит совершенно по-другому. Смотрите, как он выглядит. Клиент, мы вас любим, я вас люблю. Какие у вас сегодня пожелания? Что вы хотите сегодня? Вы можете выбрать любой бренд ресниц, любой цвет, любой изгиб. Все, что только пожелаете. Цена от этого никак не... Согласитесь, что такой подход звучит гораздо приятнее. Я настаиваю, что такая позиция максимально лояльная для клиента и очень удобная и выигрышная для вас, как для мастера. Есть еще такая тема, она смешная, не в смысле, что это издевка, что она смешная, она просто очень милая. Бывает такое, что мастер, только обучившись, например, проходит этапы становления себя как мастера и через время приходит к тому, что ему нужно, конечно, повышать стоимость. И эта последовательность, она правильная, я ее поддерживаю. Так вот, при установлении цены мастер-новичок может поставить цену не 900, а 850, например, не 1200, а 1150, например. И такая логика, вот опять же, милая и смешная. Тут такие полумеры не нужны. Я думаю, что такие разделения, они уже немножко себя изжили, и более-менее мы как-то уже ориентируемся на сотни, наверное, так удобнее. И чтобы подытожить все то, что я сегодня сказала, значит, таким образом я не понимаю излишнее муссирование темы «цени себя, люби себя» и про оплату своего труда. Оплата труда должна соответствовать вашим профессиональным навыкам. Только так. Нужно все-таки идти по разумному пути, и когда вы действительно понимаете, что еще ваших навыков недостаточно для того, чтобы повысить прайс, не надо взвинчивать цену. Постепенно, наращивая свои силы, вы поднимаете свой прайс. Таким образом, получается честно. Вы и услугу предоставляете хорошую, и зарабатываете хорошо.